3, 2, 1. Жара. Мое почтение! Каждый ли человек может стать актером? Особенно, когда по всем параметрам ты вообще не подходишь под это дело. Вот нет у тебя могучей актерской природы, как у Шаляпина, Смоктуновского или же Александра Невского. А играть хочется, несмотря ни на что. Актерами не рождаются, ими становятся. Так думал Всеволод Мирхольд. Он создал актерскую систему под названием биомеханик. Специальный набор упражнений, которые делают из простых людей универсальных артистов. Мирхольд вообще фигура невероятно интересная и противоречивая. С его спектаклей никто не уходил равнодушным. Кто-то поносил его, на чем свет стоит, а кто-то восхвалял. Он был первым режиссером-авангардистом в СССР и человеком, который не просто критиковал мейнстримную, всеми известную систему Станиславского, но и предлагал свою. Это канал про театр, и сегодня мы поговорим про Мирхольда и его прорывную актерскую технику. Карл Казимир Теодор Мейергольд. Да, такое у него имя было при рождении. Родился в Пензе в богатой немецкой семье. С детства играл в любительских спектаклях вместе со своими братьями и сестрами. Строгий батя, владелец водочного завода, был горячего нрава. Будучи отцом многодетной семьи, имел кучу любовниц, и каждый снимал квартиру. С одной даже завел 2 детей. Мать Мирхольда сохраняла терпение, и уже после смерти его отца 2 семьи, одна официальная, другая не очень, объединились. В детстве будущий режиссер хотел убежать от реальности, подальше от буржуазной элиты, поэтому увлекался просмотром уличных цирковых представлений для простого люда. Все эти акробаты, клоуны, яркие круглые шатры, все это также в какой-то мере отразится в его будущей театральной деятельности. Будучи совершеннолетним, Мирхольд принимает православие, отказывается от прусского гражданства, берет русский паспорт и меняет свое имя на Всеволод. Далее уезжает в Москву и поступает в МГУ на юрфак, так как, по уверению доброй матушки Альвины Даниловны, надо сначала встать на ноги, а потом уже куда хочешь. Хоть в актеры, хоть в кучеры. Но распробовав театральную жизнь Москвы и познакомившись с творчеством Станиславского в обществе искусства и литературы, Мирхольд все же начинает идти по актерскому пути. По виду молодой Всеволод, кстати, вообще не был похож на типичного артиста. Высокий, угловатый, длинноносый, худого телосложения. Такой типаж только для комедии сгодится, думал Немирович Данченко, когда принимал его в музыкально-театральное училище. Но, как только на поступлении Мирхольд зачитал монолог из трагедии Отелло, Немирович посмотрел на него уже совсем другими глазами. На сцене юноша был благороден и очень органичен. Какая выразительная пластика, как он держался на сцене, какие жесты использовал. Итак, Всеволод начинает учиться, много читает, вдохновляется разными видами искусств и пробует себя в качестве режиссера. А по окончании попадает в труппу нового театра, МХТ, под руководством самых непримечательных людей в театральной истории Станиславского и Немировича Данченко. Там он играет во многих спектаклях, но в основном второстепенной роли, не считая Треплева в пьесе «Чайка». И как любопытно, что Мирхольд — это и есть Треплев. Ведь, как и герой чеховской драмы, Всеволод разочаровывается в старом искусстве и тянется к созданию нового театра. Отношения с МХТ постепенно ухудшаются. Дело в том, что Мирхольд был человеком с бескомпромиссным и резким нравом. Говорил все, что лежит на душе. Если не нравится пьеса Немировича, которую собираются ставить в театре, он обязательно открыто скажет это. Даже несмотря на то, что Немирович Данченко — это как бы один из руководителей театра, один из небожителей. Стремление создать реалистический театр его не вдохновляло, и по итогу Мирхольд уходит из МХТ. Он хотел, чтобы театральное искусство было кричащим, чтобы оно уходило из крайности в крайность, могло будоражить публику, а не, как в случае с МХТ, держаться золотой середины и нравиться буржуазной публике. Мирхольд переезжает в Херсон и организует театр «Товарищество новой драмы». С этих пор он начинает свои режиссерские искания, экспериментирует с формой, обращается к фарсу и разным цирковым приемам. Он был, конечно, талантлив, но с актерами на репетициях обращался поначалу как с марионетками. Не хватало цельной актерской системы, чтобы артисты чувствовали себя участниками театрального процесса, нежели просто глиной в руках скульптора.
Один из самых смелых его экспериментов случился на гастролях товарищества в Полтаве. За день до показа одного из спектаклей актеры столкнулись с проблемой. Летний театр, в котором они будут играть, имеет оркестровую яму. И если ты не будешь орать развеселые песенки, а играть, никто ничего не услышит. Мейерхольд решает эту проблему молниеносно и говорит: закройте яму деревянным настилом. Пусть мои актеры передвигаются по нему и играют прямо перед зрителем. А как же занавес, спросите вы? Просто уберите его. А декорации, их же надо, менять. Да ладно вам. Будем играть в одних и тех же. Давайте разденем сцену. Театр должен быть условным. На сцене не нужно пытаться играть все как в жизни и закрываться от зрителя четвертой стеной. Сейчас это, возможно, вас не удивит. И я бы сделал точно так же. Есть дыра, надо ее закрыть. Но тогда в консервативном театре это было, знаете, инновацией. После работы в товариществе он переезжает в Петербургский театр Комиссаржевской. И самым ярким спектаклем этого периода становится «Балаганчик» по пьесе Блока. В этой символистской постановке он продолжал раздевать сцену. Зрители, например, могли видеть, как сменялись декорации прямо во время спектакля. В этом обнаженном пространстве актеры играли персонажей с выпуклыми, преувеличенными чертами лица. И характера. Но больше характера, чем лица. Для этого Мейерхольд обратился к старинной традиции итальянского площадного театра, комедии дель арте, комедии масок, и поднял ее на новый уровень. Мейерхольд все еще остается кукловодом, по мнению хейтеров, и продолжает разрабатывать теорию. Из театра Комиссаржевской его выгоняют с позором. И что бы вы думали, что случилось потом? Его, чувака, которого многие в театральном свете ненавидели, писали юмористические фельетоны в газету, его приглашает директор императорских театров, то есть главных театров России. Мариинки, Александринки. Удивительное стечение обстоятельств. Хотя тут большую роль сыграл художник Головин, который порекомендовал его на эту должность. Головин респект. В Александринском театре он поставил знаковый спектакль «Маскарад» по пьесе Лермонтова. Тут мы видим и шикарную систему занавесов, позволяющую то сокращать размеры сцены, то увеличивать изящную, сдержанную актерскую игру. Артисты уже меньше напоминали гротескных марионеток в руках режиссера. За выразительной формой скрывались внутренние страсти персонажей, которые контролировали уже они сами. Этот призрачный и обманчивый дворянский мир на сцене олицетворял собой закат самодержавной России. Премьера прошла в дни февральской революции, поэтому закат. Но теперь будет восход. Система биомеханики. Она зарождалась на репетициях спектаклей «Балаганчик» в театре Комиссаржевской, «Маскарада» в Александринке, в товариществе новой драмы и студии на Бородинской. Но полноценно она сформировалась в спектаклях в Государственном театре имени Мейерхольда в 1921 году. «Ревизор», «Лес» там, и куча еще спектаклей. Но первым таким опытом был спектакль «Великодушный рогоносец». Посмотрите на декорации в спектакле. Выглядит эффектно, но ничего не понятно. Зачем театру огромный станок? Театр — это что, завод? Но на самом деле это просто рай для художника-конструктивиста. Суть конструктивизма в архитектуре не красота форм зданий, а их польза для человека. То есть в нашем случае эта большая конструкция должна помочь актеру выйти на первый план. Он не мог уйти на арий-сцену, он был как на ладони, без грима, костюмов, вместо него была униформа, одинаковая для всех. И никакая декорация тебя не закроет, ведь тут только чертов станок. Термин «биомеханика» Всеволод Эмильевич откопал из области биофизики, науки о законах механических движений человеческих тел. Биомеханика Мейерхольда — это система упражнений, с помощью которых актер прокачивает свои физические данные и превращает свое тело в механизм, в марионетку, управлять которой должен он сам. При разработке теории Всеволод опирался на метод научной организации труда американского инженера Тейлора, который хотел сэкономить силы работающих людей и избавить их от лишних движений во время физической работы. От ненужных движений Мейерхольд хотел избавить как раз актера, чтобы его пластика была идеально выразительной. Артисту не надо чувствовать, что-то там переживать, как в системе Станиславского. Он бездушная машина в руках режиссера, понимаете?
Так вот, откуда вся эта бездуховная современная режиссура? Ну, на самом деле все не так. И у артиста по теории Мирхольда все же есть душа. Хоть он и должен стремиться к идеальному выполнению своих действий, как акробат. Суть биомеханики – идти от внешней игры, движения тела артиста, которое можно зафиксировать, к внутренней, тому, что невероятно сложно повторить, но то состояние, когда актер вроде ничего не делает на сцене, а зрителя это почему-то трогает. Так что же нам нужно для того, чтобы играть по этой системе? Все просто, но на самом деле нет. Нужно запомнить эту цепочку. Мысль, движение, эмоция и слово. Первое, что возникает у тебя, это мысль. Ты получил роль и конкретную сцену. Например, человек слышит стук в дверь и пугается. Первое, что у тебя должно возникать, это мысль. Ты думаешь, так, какое действие должен сделать? Анализируешь своего персонажа и решаешь резко натянуть одеяло на себя. Следующий пункт – движение. Главная фаза актерской игры, ведь благодаря движению у тебя рождается эмоция. Ты натягиваешь одеяло с каменным лицом, и вот само тело подсказывает тебе нужное чувство и эмоцию. После них идет только слово, какая-то реплика, как результат всего действия. Кто там? Меня нет дома. Конечно, нельзя забывать, что движение должно быть утрировано, чтобы достучаться до зрителя. Достучаться, утрированно, но не таким фарсом. Короче, утрированно, чтобы оно немножечко, будоражило публику. Как я и говорил, короче. Даже если вы играете монолог Гамлета, первое, о чем вы должны думать, это как существует его тело. Даже если нет глобальных перемещений по сцене, микродвижения все равно есть. Допустим, трясется мизинец на левой руке, но в этом движении должны быть задействованы все части тела. То есть это не значит, что мизинец трясется. Я даже мизинцем не смог потрясти. А вы меня слушаете. Ой, давай еще раз. То есть это не значит, что мизинец трясется, а ты расслаблен. Тело статично, но напряжено. И из-за этого мизинец трясется. Итак, зафиксировали эту цепочку. А теперь давайте поближе взглянем на само движение, которое должен выполнить актер. Для максимально эффективной выразительности нужно разделить его на 3 этапа. Отказ, посыл и тормоз. Это хорошо заметно на примере упражнения «Стрельба из лука». Его на видео выполняет, кстати, сам Мирхольд. Перед тем, как выстрелить из лука, он прицеливается, сгибает колени и натягивает тетиву. Это обратное действие или отказ. Это как в футболе. Перед тем, как ударить по мячу, мы отводим ногу назад. После отказа идет посыл. Сам выстрел, резкий выпад, актер сам превращается в стрелу. И потом идет тормоз, когда герой фиксирует свои действия в статичной позе. Сброс. Зачем он превратился в стрелу? Чтобы привлечь внимание зрителя? Не только. Дело в том, что после такого сильного утрированного отказа должно последовать такое же по силе действие. Просто отпустить тетиву будет маловато. Да скучно, серьезно, если вы видели, как какой-то безумец просто стреляет вот так вот из невидимого лука, ничего не происходит, неинтересно, он невидимый, он не настоящий, дурак. Надо обыгрывать, утрированно, знаете, по Мирхольду. Мирхольда много обвиняли в том, что он разрушает весь смысл в произведении, когда его ставят на сцене. Это же все не по тексту, в книге лучше было. Но между тем, это показало, что режиссер тоже может быть оригинальным художником, который не просто иллюстрирует сюжет, а рисует свою личную картину. Ему говорили также, что создавая эту самую картину, он не думает об индивидуальности каждого актера, а просто ими управляет, как кукловод. Тоже так себе суждение, хоть и начиналась его деятельность именно с таких отношений с артистами. На самом деле, система биомеханики — это база, которая дает актеру настоящую, внутреннюю свободу на сцене. Механические движения за станком, говорите? Может и так, но только с первого взгляда. Благодаря Мирхольду теперь юные студенты занимаются сцен-движением и учатся контролировать свое тело. Эта дисциплина есть и в ГИТИСе, и в щепке, и в щеке, и в ИСИ. А на этом все. Подписывайся на канал, ставь свой утрированный лайк, не забывай про колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и занавес.